Внутри горит та тьма, что еле дышит. Тени пляшут вокруг, как страшный сон. В зеркале кто-то шепчет мне в ухо: не уходи, ведь ты не одинок. Кричи громче, чтобы ночь уснула. Твой страх, как огонь, все разрушает. В темной глубине потерянное имя. С тобой останусь, пока не сгинем. Под ногами эхо шагов в пустоте замерло. Здесь стены жаждут слез и крови. Слышишь голос мой в ноте кожаной перчатки. Кричи громче, чтобы ночь уснула. Твой страх, как огонь, все разрушает. В темной глубине потерянное имя. С тобой останусь, пока не сгинем. Кручусь, как будто в вальсе мрачном. Танцпол наш весь в паутине. Здесь ужас воспевает свою песню, и мы в плену его без сна и снов. Кричи громче, чтобы ночь уснула. Твой страх, как огонь, все разрушает. В темной глубине потерянное имя. С тобой останусь, пока не сгинем. Как будто в вальсе мрачном. Танцпол наш весь в паутине. Здесь ужас воспевает свою песню, и мы в плену его без сна и снов. Как будто в вальсе мрачном. Танцпол наш весь в паутине. Здесь ужас воспевает свою песню, и мы в плену его без сна и снов. Кричусь, как будто в вальсе мрачном. Танцпол наш весь в паутине. Здесь ужас воспевает свою песню, и мы в плену его без сна и снов. Вообще я планировал один сезон в каждой стране делать, но получилось так, что после первого эпизода уже сделаю спецвыпуск не из Таиланда, а из Колумбии. Лечу на 2 недели в командировку. Первый раз лечу в бизнес-классе. То есть у меня 2 перелета из Пхукета в Стамбул, 3 перелета. В Боготу, а потом в Картахену. Я суммарно где-то буду 35 часов в самолете. И, хорошо, что в бизнес-классе, посмотрим. Стоит билет туда-обратно, стоил $7000. Жесть, конечно, цена, я, никогда бы себе не купил такой. Лечу на 2 недели, там будет 2 дня у меня свободных, когда я смогу поснимать что-нибудь, посмотреть на местный город, на Боготу и на Картахену, а остальное будет все работа. Принесли меню. Вот это неожиданно, то есть здесь не как разводят и спрашивают там чикен, курица или что, а меню, соответственно, с винной картой. Это винная карта, вот это, не знаю, на тайском.
Ой, подарочек сделали. Сегодня 8 марта, я... Почему, интересно, они это мне сделали? Они всем тут раздали. Я не могу раскрыть. Знаешь, что такое? Типа запечатан. Интересно, это подарок, либо это типа посмотреть, и если открыл, то надо будет платить. А то я помню, книги такие в приходах раздавали. Ладно, давайте откроем. Пофиг, еще закладчик. Хотя, блин, бизнес-класс, наверное, еще золотой. Я пока не буду открывать, попозже. Когда я узнаю, что это точно, короче, подарок, тогда я открою. Есть такое место, что Kingdom Come Deliverance играть. Причем Wi-Fi нормальная скорость. Я думал, чем заняться мне 27 часов ближайших. Теперь все. Я есть важное дело. Короче, обломался с Kingdom Come Deliverance. Сначала все классно было. А потом я понял, что зарядка здесь недостаточно мощная, чтобы заряжать мой ноут. Блин, я сначала так обрадовался, я думал, сейчас я реально за 27 часов пройду все идеально. Но, значит, я еще попробую. Сейчас я попробую, я тыкаю в эту розетку, электричества нет. Я не знаю, что еще я могу сделать. Вот еда здесь топовая. Ну, по крайней мере, подача мне еще не принесли то, что я заказал. Пока что вот что на столе. Это аперитивчик. Выглядит как мини-ресторан. Огурец с салатом. Вот это курица. И хлеб принесли какой-то 12 тысяч лет назад. В Анатолии. Сделаю. Вот в таком мешочке хлеб принесли. Подача огонь. А, до меня только сейчас дошло. Это цезарь салат мне, оказывается, принесли. Вот он, в такой в мини-версии. Так, пришло main dish. Кусочек мяса с овощами и пюрехой. Долетел до Стамбула. Здесь 3 часа подождать и следующий 17-часовой самолет в Боготу. Но я вроде посмотрел, что он не напрямик прям летит в Боготу, а сначала будет он в Панама-Сити, там до заправки, и потом в Колумбию. Но на самом деле топовый бизнес-класс. Я жесть как выспался. Поэтому единственная проблема, что не могу подзарядить ноут. Поэтому не получится поиграть весь полет. Ладно, покажу, что в бизнес-лаунже доступно. У кого есть билет бизнес-класс, у того доступ в этот лаунж. И там вроде еще по милям можно пройти. Вот здесь можно на пианино поиграть. Соответственно, напитки, еда бесплатные. Ну, как бесплатно? Включены в стоимость билета. Народ, конечно, много. Что, поснимаешь? Но, кстати, не так загружено, как на Пхукете. На Пхукете вообще сесть нигде. Нигде нельзя было. Вот ларьки, где можно заказать омлеты, вот там салаты себе собрать. Так как сейчас 6 часов утра, то все здесь больше похоже на такой, на завтрак. Я нашел себе тихое местечко с огромным запасом чаев разных. Мелисса считает топовый чай. Сейчас его налью. И хотя бы здесь поиграю. Короче, это реально был подарок косметички. Не отняли у меня у нее. Не отняли у нее. Блин. Посмотрим, что внутри. Так и не отняли у меня ее. Блин, как ее открыть? Так, посмотрим. Что входит в нее. Блин, это набор гигиены. Черт.
носки. Нифига себе носки. Ну ладно, будем знать. Еще тут такой уголок. Зато клево, что здесь один прям сидишь, никого нет. Я не знаю, ну... Мне казалось, на самом деле, из Пхукета. Хотя нет, здесь, наверное, места тоже много. Надо посмотреть, когда раздвинется. Визуально кажется, что место поменьше, чем в Пхукете, потому что здесь все выше. Вот стеночки такие загораживают. Ну нет, тут прикольно. Главное, чтобы работала розетка, потому что теперь 17 часов мне лететь. Это... Ну да. Столько я еще не летал. Один раз я в Америку летал, лет в 13. Но там, по-моему, 12 или 14 до Атланты. Из-за... Нет, кстати, 12, по-моему, потому что я, по-моему, из-за Хитроу из Лондона летел, по-моему. Так, ну что здесь есть? Боковая полочка. Вот, я прямо сейчас розетку проверил вот это. Ну, почему-то, мне кажется, она то же самое, как в Пхукете, не будет работать. Потом вот это кресло, которое в кровать должно превращаться, вот туда ноги закинуть. Вот это лучше место для интроверта, чем на Пхукете было. Короче, я засунул свой ноутбук, чтобы зарядить туда, проверить. Я видел, там сначала огонек горел. Я ноутбук запихнул, и там был сигнал, что он заряжается. Я так обрадовался. И, короче, через секунду я сломал эту зарядку. Ну, не знаю, она почему-то сломалась. Меня в итоге пересадили на первое место. Вон там пилота кабина. Вот здесь вот есть дополнительное местечко, куда я могу положить какие-то шмотки. Что-то я боюсь зарядку сейчас впихивать. Я, наверное, когда они подойдут, спрошу, типа, могу я попробовать зарядить здесь ноутбук? Посмотрим, но несколько секунд он заряжался. Странно, что это за зарядка такая? 170 ватт. Что у них? Самолет не может игровой ноутбук, что ли, зарядить? Принесли косметичку, но теперь я на опыте. Теперь знаю, что ее можно открыть прям сразу. Ладно, короче, попробую я вставить зарядку, посмотрим. Если вот этот огонек потухнет, то я сломал. Он горит. Работает. О, да. 17 часов Kingdom Come Deliverance 2. Этот полет будет прекрасный. А нет, лететь, кстати, не 17 часов. Не знаю, откуда это я взял. Вот. 12,5. Странно. Чё? Это почти так же, как из Пхукета до Стамбула. Почему же не такое расстояние? Фига себе, тут есть камера заднего вида. Или переднего, не знаю. Вот это клево. А, ну это спереди камера. Мои аналитические навыки подсказывают, да, что это не камера заднего вида. Все четко работает. Пацаны, я в игре. Полет в Колумбию будет топом. Посмотрим, сколько я успею пройти. Что-то странное творилось. Короче, сначала я 3 места в итоге сменил. Сначала зарядка не работала. Потом вот здесь вот это кресло, которое в кровать должна выдвигаться, не работало. Я в итоге спал на соседнем. Но топовый полет. То есть порубился. Правда, большую часть времени я пока играл в Kingdom Come Deliverance, я лутал какие-то трупы и таскал все это, продавал в деревню. Так у меня, наверное, часа 3 я этим занимался.
поспал хорошо. В часовых поясах я окончательно запутался, сколько времени сейчас, где. Но, по-моему, я в обед прилетаю в Боготу. Что-то 5 часов там в аэропорту. Только вечер уже в Картахене. Вообще бизнес-класс классно. Лучше, чем у меня дома. Как бы удобно. Носят еду, убирают. Мне никто не носит, никто не убирает. Сейчас в аэропорте Богота. Жду рейс, мне где-то через час вылет. Конечно, вид уже потрепанный, но кофе, который я нашел, я думаю, сейчас даст мне энергию. Кофейня называется Хуе. Вот. Заказал какой-то колумбийский кофе. Его готовят как коктейль. То есть он как у тех на столе. Пока я не понимаю, логика в нем какая. Пока что кипяток принесли. Не сказали мне не пить, подождать. Так что сейчас первый мой кофе колумбийский в Хуе попробую. Посмотрим, что это. Заказал я это, сейчас скажу, как называется. Дриппер гейша взял. Так, вот принесли. Гасян даже на весах взвешивает что-то. So welcome to Soy Cafe. My name is Nicolas. I am the barista from here. You want the first step is that you can feel the scent of the coffee. Окей. Yeah, awesome, thank you. This coffee is the geisha. The geisha is an exotic variety of the coffee around the world. The origin of this geisha, the name geisha is from Panama. But this coffee is sold here in Colombia. The name of this the village is Caicedonia Valle. Окей. The location is in the center of the country, Окей. and some characteristics of this coffee is that we have 2 awards of this coffee. One of them in 2011, and the scorers of cup 92 points. And the second awards in the 2018, like 91 points. Okay. So in the process of filtering coffee. Yeah. It's a B60. Do you know B60? No. B60 is a very famous method developed from Japanese. Oh. The name of the company that developed this method is Aryu in 2003. Okay. Okay. The first step is make a little bit of pre-infusion because it's very important to extract the first acid notes of the coffee. Señor. Я вообще не любитель кофе. Я в основном по чаям. Но мне кажется, здесь мне надо закупиться максимально. Просто я, наверное, весь чемодан забью кофе. Ну, не весь чемодан, у меня там места мало. Но я дрон себе взял теперь в портфель. И вот все оставшееся место закидаю кофе. И в ближайшие несколько месяцев прям буду наслаждаться колумбийским кофе. Доехал до Картахены, заселился в отеле Hilton. Мне почему-то всегда казалось, что Hilton такой мажорный отель. Но, смотря на этот номер, мне кажется, я на Airbnb намного лучше снимал. То есть вот. 2 кровати, не знаю, правда, зачем мне 2 кровати.
Телефон, мне кажется, вообще из 90-х. Такие телефоны давно не видел. И облом нету в ванной. Душевая. Блин, я так надеялся на ванну. Ты погружаешься в виртуальную жизнь. Пусть там вокруг нет ничего, это только твой мир. Это лишь иллюзия, ничего не изменится. Система все уже решила за тебя. Ты не можешь больше выбраться из этого мира. Вокруг однажды потухнет свет, но тебе уже все равно. Ты так далеко от реальности, ничего вокруг уже не изменится. Ты не можешь больше выбраться из этого мира. Вокруг однажды потухнет свет, но тебе уже все равно. Ты так далеко от реальности, ничего вокруг уже не изменится. Ты погружаешься в виртуальную жизнь. Пусть там вокруг нет ничего, это только твой мир. Это лишь иллюзия, ничего не изменится. Система все уже решила за тебя. Ты не можешь больше выбраться из этого мира. Вокруг однажды потухнет свет, но тебе уже все равно. Ты так далеко от реальности, ничего вокруг уже не изменится. Из этого мира. Вокруг однажды потухнет свет, но тебе уже все равно. Ты так далеко от реальности, ничего вокруг уже не изменится. Проснулся, выспался. Я, правда, в 5 часов утра встал. Еще до рассвета. Соответственно, есть одна проблемка, про которую я не подумал. Здесь розетки другого формата. У меня телефон сел. И, по сути, у меня сейчас все сядет. Хорошо, что у меня есть запасные батарейки для камеры и для дрона. Соответственно, надо будет сейчас искать, где мне купить аккумуляторы. Сейчас пройдусь по территории отеля, посмотрим, что здесь есть. И попробую на дроне полетать. Я хотел на рассвете полетать, но здесь столько чаек было. Мне что-то кажется, вдруг они собьют его. Так, вон там есть охранник подозрительный, но я думаю, я успею пару кадров снять, а потом скажу, что нельзя. Так, вот здесь у нас, там вот ресторанчик был. Сейчас я хочу посмотреть территорию с бассейнами. И пойду искать зарядки. Точнее, эти переходники. Потому что долго я так без зарядки не приживу. У меня и ноут сядет скоро. Это вообще критикал. Так, здесь на территории бассейн. Полотенце. Вот это с джакузи. На самом деле можно залипнуть. Но сначала зарядки найду. Ой. И пока будет заряжаться у меня все. Пару часиков здесь почилю. Опа, теннисные корты. Блин, я ракетку не взял. Вот это хреново. Знал бы, взял. Да, я порубился бы в теннис. Это, наверное, детский или чилл-зона. Не, наверное, детский. А хотя нет, детский, наверное, с вот этой горкой. Так, бар.
Вот, собственно, сам отель. Но я думаю, с дрона будет получше видно. Да, и вон в теннис рубится. Что, посмотрим. Так, ладно. Новички. Хотя, мне кажется, я бы сейчас еще хуже сыграл. Потому что давно не рубился. Ола. Так, здесь у нас грязный бассейн. Так, все, нашел я пляж. Не, ну это однозначно, сейчас здесь залетим. Можно он там с правой стороны, чтобы они не заметили. Ола. А? Barco Island, the boat island. А, окей. Boat Island, the jet ski, jet ski. Jet ski? Yeah. Cool. Not right now, not. Maybe later. The jet ski over there, the boat island. Окей, окей. Yeah. Так, здесь у нас... А, вон там, кстати, классный вид. Вот где надо на дроне летать. Так, ну я попробую отсюда залететь и в ту сторону. Что там не особо вида. Вот эти меня напрягают, товарищи. Теоретически они атакуют дроны или нет? Я слышал, орлы атакуют. Сейчас надо еще купить кучу... Хотя не кучу, мне кажется, штуки 3 на этот переходника куплю. Идти я пока не знаю куда, потому что зарядка уже села на телефоне. Поэтому иду вслепую, буду искать какой-нибудь магазин. Вот внешне. Вот как райончик выглядит. С той стороны озера, я думаю, наверное, туда стоит перейти. Но возле озера навряд ли я что-то найду из магазинов. Еще есть идея арендовать мотоцикл и покататься. Сейчас, если я где-то найду аренд мотоцикла, узнаем, какие там цены и что для этого надо. Если паспорт оставлять надо, то не буду арендовать. Мне вот этот район чем-то напоминает GTA San Andreas. Там тоже такие белые здания и высотки. Сейчас увидите, какие тут везде девушки гуляют. Пока как-то не густо, но, наверное, потому что 8 утра. Все нормальные люди спят. Все, нашел их. Теперь можно будет зарядить. Okay. Зашел в местный супермаркет. Сейчас хочу попить, купить и посмотреть, какие цены. Хотя не, мороженое возьмем. Блин, это что-то огромное. Что-то я не пойму, что за супермаркет. Я не могу найти холодильник с колой. И мороженое. Сейчас пройдемся по публичному пляжу. Посмотрим, что здесь. Блин, как здесь воняет, я шел. Единственное, что не... О, нифига себе, да тут волны есть. Тут посерфить можно. Ну, thank you.
Единственное, что мне нравится, все предлагают. А волны-то реально есть? Ну, я, кстати, не вижу, чтобы серфили. Ну так, они пока небольшие. Посмотрим, что дальше. Так, ну в таком виде публичные пляжи. То есть можно арендовать зонтик. Ну, покупаться. Песок только мне не нравится. В Таиланде он как-то как там, не знаю, желтенький, а здесь, не знаю, как на грязь похож. Такой бы мне арендовать. НС 160 кубиков. Ну ладно, много не надо. А сейчас иду, и на пляже мне девушка: побриться не хочешь? И на волос показывает. Вообще прям. Просто по больному ударила. Шел арендовать мотоцикл, а в итоге попал в какой-то исторический район. Выглядит очень красиво. Теперь задаюсь вопросом, полетать ли на дроне здесь, либо мне сразу прилетит от полиции. О! Просто снял бабушку, сразу деньги. Такое ощущение, что по Пхукеттауну по-старому иду. Там тоже такой колумбийский стиль. Я почему-то так и представлял Латинскую Америку. Такие небольшие домики, разноцветные. Попробую найти полицейскую и спросить, можно ли мне здесь полетать. Короче, почти решил квест. Нашел полицию, спросил, они мне разрешили полетать. Отошел в сторону, где людей поменьше. Приготовился взлетать, и на DJI написано: запретная зона, не сможешь взлететь. Блин, я так обломался, я уже реально нашел полицию, я у них спросил. Он говорит: ну ладно, один кружок вокруг этого здания можно. Я сказал: ну там кружок или 2-5 минут. За 5 минут мне бы хватило, наверное, чтобы весь этот старый город облететь. Ну и, короче, нет. Не смог. Придется поэтому с земли наблюдать за происходящим. Que viva la rueda, escucha el talento, esto no se queda. Y que viva el amor, que viva el amor. Que viva el amor, que viva el amor. Estamos en Cartagena.
abrazan sus heridas, abrazan su amor. Escúchate el talento porque esto no se queda. Abrazan el amor al ritmo de la rueda. Antes éramos 4 y ahora son 1000. Escucha el talento que yo tengo mucho swing. Por eso improvisando yo no soy un vagabundo. Y la rueda se va a expandir por todo el mundo. Tú sabes que tú fue un individuo. Oye, con la rueda todos estamos unidos. Que viva el amor, que viva el amor. Que viva el amor, que viva el amor. Cartagena, cantemos todos al ritmo de la rueda. Vamos a sanar, estamos en Cartagena. Cantemos todos al ritmo de la rueda. Vamos a sanar. Ya saben que en México hay un parque donde todos los jueves toman cacao para estar unidos. Esto es al ritmo de la rueda desde Cartagena, Colombia. ¡Go! Встретил прикольных уличных музыкантов, там прям рэп читал, и, ну, и на гитарах играли, очень понравилось. И я потом решил деньгу им дать, 50 песо, не знаю, сколько это долларов, и на меня жесть как набросились, на меня эти бабульки, которые со шляпой с бананом. Она начала вокруг меня бегать и говорит: давай, 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 щипает меня за одежду. Просит деньги дать. Сейчас я зашел. И Look, who is there? yeah, lazy bear. You see him? Mama baby. Right there, on the brow. No. There, right here. There. Amigo, hay maupas. Maupas. Malpass? What? Aqui, maupa. What? Malpa? Monkeys. Monkey? Ah, monkey. No, I'm from Thailand. Thailand. Thailand, Asia. No, Polonia. No, Colombia, no. You English? What? English? English, yeah. Monkeys here in the park. Это вообще кто это такой? Это типа стервятник? Смотрите, я к нему прям вплотную подошел. Интересно, они не кусаются? Блин, короче, люто обломался. Он говорит, вот здесь аренда байка. Здесь один какой-то стоит. Короче, Google карте верить не стоит. Надо так им писать. Устал ходить и решил немножко отдохнуть. Перевести дух вот в такой прикольной кафешке. Интерьер. Мне нравится. Я плохо в дизайне, не могу назвать. Интерьер некрасивый. Кубинский стиль, мне кажется. Колумбийский стиль. Я, знаете что, хотел здесь везде кофе пить. Но в итоге я подсел на кокосовые лимонады. В Таиланде мне не нравится, что там везде все сладкое. Что не пойдешь, там, ну реально, уже напрягает этот сахар. А здесь у них все с кислинкой. И после Таиланда я прям кайф ловлю. $4 стоит кокосовый лимонад. В темной комнате я лежу, света нет, но я дышу. Тишина, как яд кругом, и стены шепчут о другом. Тени пляшут в зеркалах, видишь страх в моих глазах. Холод
свой чужой. Буря мчится в тишине.